Все готовы. 8 и 9. Просим вас заблаговременно готовить. Или я что? Виктор твой. Серьезно? Да. Мы приехали. Так, надели бахилы, гардеробную. И потом мы, наверное, пойдем туда. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на наш завод. Сегодня мы с вами посмотрим, как производятся зубные щетки, зубные пасты. Пока эти две категории мы пока производим. Сейчас тогда пойдемте покушаем. Как тут круто все. Великолепная столовая. Начнем с еды. Вот так. Суп, салат. И компот. И компот обязательно. О, я забыла компот. Я пошла за компотом. А почему День птиц? Календарь событий, это то, что внутри завода, да? Вот Прям происходит. можно записаться сюда. То есть, вот, хочу я на полумарафон. Так, а здесь продукция компании Сплат. Зубные пасты, щетки и не только. Мыло, биологически разлагаемые средства для стирки, ополаскиватели и все остальное. Вообще компания «Сплат» это российский производитель, но это понятно, да. Это семейная компания. Основана, рождение произошло в 1991 году. Было начало производства биологически активных добавок, которые включали в состав водорослей спирулина плаценсис. От этого название водорослей пошла аббревиатура «Сплат». Вообще сама компания организовала в 2001 году, а само производство именно здесь мы построили новую фабрику в 2010. Специально искали такую экологическую площадку, которая бы удовлетворяла этим требованиям. Мы нашли ее здесь, вот как раз мы расположены на территории Валдайского национального парка, точнее не на территории, а на границе. До самого национального парка здесь порядка где-то 15-20 километров. Это охраняемая зона, особо охраняемая зона, там, с запретом всякой хозяйственной деятельности. Мы, соответственно, здесь прям находимся практически в лесу, 2 километра от соседнего города. Ну, соответственно, у нас своя собственная артезианская скважина. Раньше на этой территории был расположен завод по розливу минеральной воды компании Вимбельдан. Соответственно, на этой минеральной воде практически мы производим наши продукты, в том числе и зубную пасту. У нас внедрена на фабрике интегрированная система менеджмента качества, очень много различных стандартов европейских, которые не являются обязательными для применения на нашем производстве, потому что российское законодательство это не регламентирует. Мы осознанно на это пошли. Скажу, то есть собирается картонная упаковка, она отправляется как макулатура на повторную переработку. Собирается пластиковая упаковка, такие, например, как ручки от щеток, там флаконы какие-то бракованные. Здесь. Все здесь же оно перерабатывается? Не перерабатывается, а отправляется в сторонние компании на переработку. Переработанных пластиковых ручек от щеток мы сделали тротуарную плитку и выложили ее на центральной площади нашего города Окуловки. А где вы себе осуществляете сбор пластика? Перекресток, щетка сдавайся. Сейчас еще в метро стартует такая же акция, когда вы можете принести свою щетку любого производителя, не только Сплат, и мы ее переработаем в плитку. К сожалению, она полностью сама щетка она не перерабатываем. Необходимо для того, чтобы повлечь ее переработку, нужно отсечь головку, потому что в самой головке находится щетина и еще находится металл. Это анкерная проволока, которая фиксирует щетину. Это разделить очень сложно. То есть там
Те щетки, которые бракованы, их уже готовят к переработке, просто там отрубают на гильотине вот эту вот головку. Да, Гильотина для щеток. да. А потом у нас здесь еще установлены как раз контейнеры для пластиковых пробок на входе, контейнеры для ПЭТ-бутылок на входе, по городу тоже расставлены контейнеры для пластиковых пробок, для ПЭТ-бутылок, поэтому все, кто знает, все сдают, носят, таскают. То есть, полиэтиленовая пленка, например, тоже там собирается, тоже перерабатывается. Неперерабатываемый вид отходов — это, к сожалению, сама зубная паста после промывки, когда вот организуется, то есть ее с ней она разбавлена с водой, там, с грязью, с ней непонятно, что сделать, да, поэтому источник очищается на наших очистных сооружениях, эта вода отправляется на центральные очистные сооружения города. Осадок пытаемся переработать как добавку дорожное покрытие. Ведутся сейчас такие работы, там как добавляются. Сейчас пока не знаю, какой там статус на самом деле, что-то уже пробовали. А такой вопрос, санацию люди проходят, медобслуживание тоже здесь? Ну, Да. где-то? Да, проходит здесь. Обязательно медосмотр проходит здесь. Все приезжают сюда врачи из поликлиники, и мы непосредственно на рабочем месте здесь проводим. И гигиену полости рта, да, тоже должна быть у всех на высшем уровне? Да, это у нас включено не обязательно осмотр, это у нас в качестве опции в полисе ДМС. У нас у сотрудников у всех есть полис ДМС. И, соответственно, пользуются услугами стоматологов в рамках полиса ДМС. Ну, кроме, по-моему, протезирования, там, кроме такой услуги. А все остальное там полис ДМС оплачивает. У нас есть благотворительный фонд, и у нас это отдельная статья. Мы работаем с детскими домами, вот, выезжаем периодически. Также мы ведем шефство над ними, то есть даем возможность попробовать какие-то там даже профессии себя, чтобы они поняли, кем они хотят работать, кем они хотят быть. Также осуществляем мечты детские, такая есть традиция. Компания «Сплат» официально как работодатель в России считается одна из самых лучших. Она, по-моему, чуть ли не на втором месте. Да, у нас там постоянно все просто расскажу, подробнее мы с вами увидим непосредственно в цеху. У нас в основном европейское оборудование, в основном немецкое оборудование, такое достаточно высокого качества. У нас каждый сотрудник может подать любое предложение к улучшению. Про индексы стираемости, как вы его определяете? Математическим моделированием это делается. Специально есть формула, туда внесены определенные компоненты, которые по-разному воздействуют на эмаль, и она рассчитывается. То есть какое-то подтверждение, я не знаю, там микрофотографии, которые говорят о том, что эти частицы круглые? Да, у нас есть, конечно. Такую ремарочку. Дело в том, что у нас в линейке вообще всего лишь одна паста отбеливающая. Все остальные пасты идут осветляющие. Осветление идет за счет ферментов. А отбеливающая паста — это Extreme White. Потому что в составе, да, все, больше нет отбеливающих паст, это химическое отбеливание. То есть там в составе идет пероксид карбамида гранулы, у нас идет вот это ферментативное, мягкое осветление и защита от налета. Очищающая пенка, вообще для чего она нужна? Первое, это, конечно же, доп. Уход в течение дня, когда нет щетки под рукой. То есть она дает профилактику, расщепляет налет и в то же время еще pH значение в полости рта восстанавливает, что необходимо после каждого приема пищи, когда они падают в кислую сторону. Второе. Те пациенты, кто проходит ортодонтическое лечение. Третье. У кого проблемы со слизистой, пародонтологи также назначают. То есть после, например, хирургических вмешательств хирурги назначают. Даже после удаления зубика, если нельзя использовать ополаскиватель, так как там сгусток, да, смещать нельзя, можно просто подержать в полости рта пенку и сплюнуть там. Ну и при галидозе тоже можно использовать. Ну и те, кто курильщики, да, любители кофе, так как в составе пенок также есть поливинилпиролидон, защищающий от налета и окрашивающих частичек, таким пациентам тоже можно порекомендовать. Наполняем полость рта, булькаем секунд 5-10, сплевываем, водичкой не ополаскиваем, оставляем все в полости рта. Слайд по детской серии, то есть создавая детскую линейку, мы подумали о всех возрастных категориях, от самых маленьких до тех, кто уже подростки. Переговорное устройство, с которым мы пойдем. Все таки оделись. Там, да, не принципиально. Так, Шапочки, халаты, перчаточки. перчатки. А вы будете в тень? Да.
Ну, покрыты вообще чем-то? Да, покрытие. Обязательно одеваем все равно тогда, да. Не, не покрыты ничем. Тогда можно без перчаток. Человек. Ну, здесь просто склад здесь. И все, здесь все вручную собирается. По заданию на смену на сутки вывозится уже в соседние помещения. И там происходит процесс взвешивания, сырья всяких разных других хитрых операций. Вот так вот все в очень чистых условиях. Чистый воздух, причем внутри чистых помещений создается избыточное давление чистого воздуха, чтобы при открытии дверей с грязным помещением просто грязный воздух не шел сюда. То есть вот здесь мы сейчас находимся, здесь давление выше, чем в том помещении. И мы поворотом видим, что ворота отгибаются в ту часть, и значит система работает правильно. Это помещение мы называем навесочное отделение. Здесь мы производим операцию взвешивания и подготовки сырья, которая идет на варку непосредственно. Работают ребята-аппаратчики, у них есть технологическая карта, где написано, что надо взвесить, в каком количестве, что нужно с этим сырьем сделать. Они взвешивают, и тоже подключают специальный штрих-код, и поэтому штрих-коду с помощью терминала сырье уже дальше будет отгружаться в реактор. Система понимает, какой реактор, на какой продукт это сырье нужно, и в какой последовательности. Готовится премикс загустителя вместе с увлажнителем. То есть загуститель необходимо такой партии для того, чтобы удерживать большое количество силики, диоксида кремния, чтобы в процессе хранения силики и диоксида кремния не выпадало в осадок. Здесь такой небольшой цех, один из цехов, в котором мы производим несколько продуктов. Раньше мы вот на этих реакторах производили жидкие средства, ополаскиватели, бытовую химию. Вот сейчас мы в связи с переводом на другую площадку, они сейчас у нас временно не используются. На этом реакторе мы производим небольшие объемы зубных паст, к примеру, там детские зубные пасты, некоторые виды спешл. Можно даже увидеть, что-то мы здесь сегодня сварили, какую детскую зубную пасту. Пахнет, да. Персик, да. Это персик, 2 тонны в реакторе. Две тонны персика. Две тонны персиковой детской пасты. Вкусняшка. Сейчас паста проходит анализ в физико-химической лаборатории. Каждую партию мы проверяем по физико-химическим показателям. Плотность, вязкость, pH. И также органолептику проверяем. Вкус, цвет, запах. То есть у нас есть Сколько это специальный. анализ идет по времени? 15 минут. А потом у нас слив, да? Да, потом происходит слив и перемещение к фасовочным линиям. Да, ну, например, зубной паста Professional с 3,5 тонн получается 25 тысяч тюбиков. Здесь 2 тонны. А здесь 2 тонны, да. Ну, если объем здесь меньше, получается тоже 40 тысяч получается. 40 тысяч, да, тюбиков. 40 тысяч тюбиков зубной пасты. Поэтому чем меньше партии, тем она дороже стоит. Потому что с нее потерь больше. Вот из этого агрегата сливается вот в такие металлические емкости, вон, видите, стоят. Вот А как оно сливается? Через какой-то шланг? Да, через шланг соединяется, и насос перекачивает в такие емкости. И дальше эти емкости транспортируются в цех. Вот эти реакторы производства зубных паст, они работают в автоматическом режиме. Специально написанная программа, которая управляет всеми параметрами. Аппаратчик выполняет лишь запросы программы. Ему программа подсказывает, что нужно сделать. Отобрать фабуловую сторону, сложить сырье, он, соответственно, это выполняет. Все остальные виды сырья, которые мы взвесили в том помещении, подвозятся сюда, шланги соединяются в емкости, в реакторе создается вакуум, и вакуум загружается внутрь реактора. При охлаждении постоянно таким вакуумом в том числе монохлорфосфаты, хлорид где взвешивается. Так эти компоненты сухие и пылящие, поэтому специально изолированное помещение, чтобы хорошо пропитался воздух остальной рабочей зоны, чтобы не было загрязнения.
Упаковка маленьких пробников. Мейтан. Это российский заказчик. А состав они вам сами задают или вы им предлагаете варианты составов? По-разному бывает. То есть заказчики, которые приходят со своей рецептурой, например, Oriflame, у них готовая рецептура, говорят, вот сделайте нам точно так же. Есть заказчики, которые говорят, разработайте нам рецептуру по... Сортировка брака для дальнейшей переработки. Ловушки для насекомых летающих. Здесь вот в синем здании находятся у нас очистные сооружения, на которых происходит очистка всех сточных вод, которые образуются в результате деятельности нашего предприятия. Как я уже рассказывал, что мы эти сточные воды, даже после очистки, мы их никуда не сбрасываем. Мы на машине отвозим в центральные очистные сооружения. Так как мы находимся на удалении от города, здесь никакой бытовой канализации нет. Очень пахнет мятой. Просто невероятно пахнет мятой. Проверка тюбиков на герметичность. Будущие зубные щетки. Там пластик, в данном случае ПЭТ поступает из таких ПЭТ, с помощью вакуума сначала вот эта вот вещь, штука из нержавеющей стали, называется пресс-форма. К ней подведены трубки с охлаждающей водой. Подается горячий материал, заполняет полностью пресс-формы. Происходит формирование ручки в течение определенного времени, ее охлаждение одновременно. После того, как цикл выполнен, сейчас робот схватит эти ручки. Вот, размокается пресс-форма. Все, и захватывает. Также мы с вами можем увидеть, как делаются двухкомпонентные материалов. Производим детскую зубную щетку, где есть твердая пластиковая часть и мягкая пластиковая часть. Вот там первый слой переворачивается, вставляется в другое гнездо и наносится второй слой. Рисуются щетки детские, двухслойные с силиконом и из пластика. Чтобы не сломалось. Они закругляют кончик. Нанесение логотипа происходит вот здесь. Это номер партии. В данном случае диаметр уже вылет на самой ручке, на другой машине. Вот здесь нанесение логотипа, вот сейчас эта станция не работает. Вот эта вот станция. Там логотип склад наносится с помощью металлической фольги. Металлическая лента с помощью температуры, с помощью специального штампа происходит нанесение логотипа. Здесь у нас наш спортзал, у нас тут мимо проходит. У нас, кстати, даже есть собственный тренер. У нас, кстати, в компании есть тренер, который тренирует сотрудников. Занятия здесь начинаются
где-то там после 5, после 6, он уже пришел, тренер где-то здесь ходит. Сотрудники приходят сюда там тоже где-то после 5, после 6. Вот это лучшее снятие стресса. Вид из окна вообще просто полное. Вот там небольшой у нас там садик фруктовый с яблоками и яблонями. Мы сами их сажали лет 5 назад. Вау. Догоняем. Влажный воздух. Уже упаковка в такие блистеры. Ручки вкладываются на транспортер на том этапе, и там несколько стадий, там приварки, нарезки, штамповки происходит. Самое главное, я просила гильотину для зубных щеток, чтобы посмотреть, как отрезается головка от ручки и как они перерабатываются во вторсырье. Что-то там фантазировали, какие-то вещи прикольные получаются. Склеивали что-то там пластилином там делали. Это вручную делается или это автоматически? Как она работает? А если честно, даже не знаю. Гильотина. Нет, сюда поставляется как-то. Вот, использованные зубные щетки. Вручную, я подумал, вот так. Вставляется, нажимается кнопка и рубится. И вот они здесь собираются для вторпереработки. Оказывается, голова с щетинками – это самая сложная ее часть. В общем, теперь вы знаете, что компания «Сплав» перерабатывает щетки как вторсырье и делает из них дороги, отдает, точнее, пластик на создание дорог. И, собственно, для получения там пластика. Вот. Вы тоже можете создавать свои щетки в магазинах, в частности, в Перекрестке и в Вкусвилле. Приезжайте к нам еще, мы будем с радостью вас ждать. Мы обязательно приедем. Вот и все, закончилась экскурсия. Возвращаемся домой. Довольные, счастливые, Да, было сытые, дважды сытые. котлеткой. Да, было полезно и интересно. Оставляйте ваши комментарии под видео. Надеюсь, мы вам разъяснили о пользе чистки зубов и что паста имеет все-таки значение. Вот, так что давайте до новых встреч. Пока-пока. Здоровья вам и вашей семье. 13 год.